Приветик всем, приветик. О, вы сегодня быстро подключаетесь. Не знаю, что сегодня будет с эфиром, будет ли все хорошо или будет все опять плохо, но мы двигаемся дальше. Сегодня мы будем делать расчеты нашего переда и спинки до выреза. Потому что вырез мы будем рассматривать отдельно, в отдельном прямом эфире. Я буду рассказывать, как красиво сделать его полукруглым. Также отдельно мы остановимся на V-образном вырезе, вот таком галочкой, чтобы вы тоже четко понимали, как это все делается. Поэтому решила вырез отдельно рассмотреть от вязания переда и спинки. К тому же у нас приветик Швеции, приветик всем. Спасибо за комплименты, девочки, спасибо. К тому же у нас есть 2 вида платья. Платье одно прямое, одно платье зауженное к низу. И, во втором платье есть некоторые нюансы, которые тоже стоит рассмотреть. Поэтому я решила отдельно, прямой эфир поместить расчеты от низа до, не до проймы, а до выреза, до выреза. Сразу вопрос: вырез на спинке и переде одинаковый? Нет, вырезы разные. Я почему не включала в мерки вырез на спинке? Потому что если вы хотите вот просто, обычный сзади прямой вырез, если можно так сказать, ну, то есть ничего особенного сзади на спинке, если вы не хотите, то вы смело делаете вырез 5 сантиметров. Это свободная мерка. Приветик, Ира, которая подойдет всем. Если вы хотите там что-то такое интересное, необычное, то уже тогда давайте рассматривать этот вопрос индивидуально с каждой. Самое главное, что я расскажу, как сделать вырез полукруглый и V-образный, а вы уже потом будете сами думать, что вам больше подойдет. Сегодня про вырез говорить не будем, сегодня будем говорить про платье прямое и про платье зауженное к низу. Также скажу, что делать, если вы вяжете отдельными частями, и если вы вяжете по кругу. Я расскажу на 2 примерах, на прямом платье и на платье зауженном к низу, про расчеты на платье, которое вяжется 2 деталями, а потом еще просто отдельно дорасскажу немножко так вот, ну, вкратце, потому что там ничего сложного нет. Принцип расчетов тот же самый, просто расскажу вкратце некоторые нюансы, связанные с вязанием платья по кругу, потому что знаю, что есть девочки, которые по кругу вяжут. Приветик всем! Ну что, давайте начинать. Лучше мы начнем пораньше, а в конце поболтаем, если останется время. Спасибо, Яна, большое. Красуня мне написала Яна. Ну, все. Если у вас есть вопросы, как обычно я говорю, пишите мне их, я буду периодически рассказывать вам, рисовать, посмотрим, что там у нас получится с эфиром, ну, запись на ютубе идет. Рассказывать буду, рисовать, пояснять и параллельно по чуть-чуть читать ваши вопросы, если они будут возникать, буду стараться всем отвечать. Надеюсь, у меня с горлом будет все нормально, потому что я что-то сейчас раскашлялась. Уже ничего не болит, все нормально, но все равно, знаете, такое впечатление, что еще не до конца выздоровела. Все, давайте буду камеру переворачивать и будем работать. Ой, у меня тут все сообщения открылись. Ой-ой-ой, что у меня случилось? Что-то случилось у меня, походу, что записи? Все нормально у вас с записью? У меня что-то все сообщения открылись, я не смогла их закрыть. Саша, свой образец постирала снова 2 раза. В холодной почти воде сел в высоту, в ширину остался прежним. Это бывает с мериносом, с шелком. Если, Света, если меринос не стопроцентный, конечно, бывает. Стопроцентный меринос обычно растягивается. А если в мериносе есть еще какие-то добавки, то может быть. Все хорошо, отлично. Это я тут что-то со своим телефоном не могу разобраться. Это уже, ну, чисто мое. Так, провода я тут убираю, потому что у меня здесь на ютубе провода.
Саша, обязательно надо долечиваться, иначе потом все тяжелее. У меня уже все хорошо, не переживайте. Я даже, в принципе, не то что болею, просто какие-то, знаете, остатки еще небольшие, все нормально. Ух, я уж думала, что я что-то не так делаю. Да не, все нормально, Света. Вот я, смотрите, сразу нарисовала два варианта. Так, как бы мне тут на ютубе правильно разместить. Сразу нарисовала два варианта платья. Одно такое, одно такое. И мы сначала рассмотрим этот вариант, потом этот вариант. Вот я даже проставила цифры 1, 2. Так, если что-то будет тормозить, пишите, будем решать вопросы. Нам понадобится сегодня вот это как раз, вот этот рисунок, где расписаны в сантиметрах все наши мерки, все наши размеры. Это даже не мерки, это размеры платья, которые нам нужны. Мы сейчас нужные размеры нам перепишем заново сюда. В первую очередь поясняю, что мы сегодня будем вязать. Мы будем вязать, вернее не вязать, а делать расчеты платья от самого низа до выреза, вот до этой части. Часть, которая находится выше, мы пока рассматривать не будем, мы рассмотрим ее в следующем каком-то там, в понедельник, по-моему, в эфире. Одна у нас деталь будет связана до вот этой точки, до начала резинки. Как видите, мы не учитываем здесь резинку сейчас. А вторая у нас деталь будет связана до начала спинки, до этой точки. То же самое здесь, до этой точки и до этой точки. То есть у нас две детали получится, спинка и вперед. Мы рассчитаем и спинку, и вперед. Так, давайте теперь посмотрим, какие размеры нам будут сегодня нужны. Первое, естественно, это ширина. У меня ширина 52, как видите, я ее... Это мои шпаргалки, видите? Вот в прямом эфире видно мои шпаргалки, кстати, ну ничего страшного. Так, понадобится нам ширина, я записываю ее обязательно 52 сантиметра. Здесь эта ширина у меня находится вот тут. Помните, я вам рассказывала, я ее сюда сразу же перепишу. Сразу перепишу все мерки на два платья, а потом будем разбираться с каждым отдельно. Дальше, что еще мне здесь нужно? Ну, естественно, длина моего платья, я так ее немножко напишу чуть поодаль. Длина моего платья, у меня длина 80. И здесь, на этом этапе, мне понадобится длина моей резинки. То есть вы уже сейчас должны выяснить, какую резинку вы хотите связать, какая длина резинки у вас должна быть. Я решила, что длина моей резинки будет 8 сантиметров. Вот сейчас именно этот размер нам будет очень нужен, поэтому если вы еще не решили, подумайте перед расчетами, какая длина вашей резинки вас устраивает. Также нам понадобится ширина резинки сверху. Сколько вы хотите обвязать ваш верх в сантиметрах? Я решила, что у меня будет 5 сантиметров. Моя резиночка здесь сверху немножко поменьше, чем снизу. 5. Так, что нам еще здесь нужно? Глубина нашего выреза. Глубина выреза, помните, мы ее записывали, она учитывается уже с резинкой. То есть, если правильно написать эту мерку, то глубина выреза на спинке это вот эта часть, а глубина выреза напереди это вот эта часть. Вот, видите, она у нас до резинки. То есть меня многие спрашивали, что делать, я же потом еще буду обвязывать резинкой, то есть мне нужно чуть глубже сделать. Нет, вы рассчитываете, вы измеряете себя с учетом, что у вас потом ниже будет резинка. Вот я стрелочки проставила. Ну, давайте я сверху напишу, просто для того, чтобы у меня это было записано, хотя на самом деле по этим меркам я вязать не буду, я буду высчитывать кое-что другое. И здесь тоже отмечу. Давайте я напишу, у меня 5 сантиметров спинка и 10 сантиметров вперед. 10 и 10. Так, записала. С этим платьем мы еще чуть позже разберемся. А сейчас будем рассматривать это платье. В принципе, все, больше мерки нам никакие не нужны. На сине-сером платье резинка 8 сантиметров. V-образный вырез, все то же самое. Вот сейчас мы будем вязать до выреза, у нас абсолютно все одинаково. Если V-образный вырез, вы точно так же его измеряете вот так, по диагонали, до резинки, вот так.
Что у переда, если вы хотите V-образный вырез, что и на спинке, будет то же самое. То есть вырез я сейчас не трогаю, он абсолютно одинаков, как здесь. Расчеты будут такие же, просто у вас будет не полукруглый, а V-образный. Вот эти мерки, в принципе, нам все мы записали, все, что нам нужно, больше нам ничего не нужно. Вот эти мерки, которые у нас относятся к вырезу и к нашему плечу, мы будем рассматривать, когда вырез будем вязать. А так все у нас готово. Это если мы вяжем двумя деталями. Когда будем вязать по кругу, я чуть позже еще объясню, что нам нужно с этим делать. Так, листочек. Я поняла, в чем дело. Мне листочек удобно вот так ложить, а на видео вот так. А дело в том, что я сижу немножко неправильно. Сейчас я подвину стульчик, чтобы мне было удобно сидеть. Потому что я сижу на самом краешке, и мне неудобно листочек. Резинка спицами на размер меньше вязалась. Да, в том серо-синем платье, да. Да, в том серо-синем, да. Так, ну что, я теперь покажу, как я измеряю свой образец. Вот мой образец после влажно-тепловой обработки. Это важная часть измерения образца, чтобы чтобы расчеты были все правильные. Я измеряю свой образец, не учитывая кромочные петли. То есть я беру первую лицевую петлю вот здесь слева и последнюю лицевую петлю справа. Прикладываю я линеечку посередине. Я снизу не измеряю и сверху не измеряю. Вот посередине будут самые точные размеры. Я приложила и посмотрела от начала петли до конца этой петли. Дальше здесь что я беру? Я не беру свой последний ряд, в котором я петли закрывала, я не беру свой первый ряд. Видите, у меня здесь ряд наборный был, он немножко у меня расширился, поэтому я решила его не трогать. Я считаю только вот эти ровные петли, которые у меня уже пошли одинаковые абсолютно по размеру. И точно так же ставлю свою линеечку, начиная с верхней части петли, которую я начинаю считать, до нижней петли, тоже которую я считаю. И вот у меня как раз получилась ширина 7,5, а высота 4,8. Я это все оставляю. В спокойном состоянии, как видите, я измеряю, не растягивала его во все стороны, не специально присобирала. Вот как он у меня лег, так я его и измерила. Так, зауженное платье еще внизу, ширина низа нужна. Зауженное платье мы чуть позже рассмотрим. Сейчас мы рассмотрим это. Я написала общие мерки, которые касаются и этого платья, и этого платья. Пока не будем их путать. Просто записала, чтобы уже к ним не возвращаться. Давайте рассмотрим сначала это платье. Как обычно я люблю писать, давайте сразу напишем нашу плотность. Здесь у нас будет ширина, здесь у нас будет высота, ну или длина. В принципе, высота, длина, то, что снизу вверх, ширина, то, что справа налево. Записываю я свою плотность. У меня 10 петель составляют 7,5 сантиметров, и 10 рядов у меня составляют 4,8 сантиметра. Сразу смотрю на свое платье, на свои размеры, которые я записала, и выясняю, какие значения мне нужно посчитать. В ширине мне нужно посчитать, вот у меня одна единственная ширина, мне нужно посчитать ширину моей спинки или моего переда. Пишу я 52 сантиметра, вот это значение мне нужно узнать. В высоте что мне нужно узнать? Первое, что я увидела, это 8 сантиметров резинка. Записываю. Вот эту длину общую мне узнавать не нужно, потому что она мне ничего не даст. Мне нужно связать до моего выреза. Мне нужно узнать, сколько моя длина от резинки до начала выреза, до начала вот этой резинки. Сейчас я отмечу эти мерки, и мы с вами их посчитаем. Первое, вот как раз она у меня четко до розовой линеечки. От резинки до розовой, как это сказать, полосочки, да, это длина моего переда от резинки до выреза. И вторая длина, это длина от резинки до начала выреза на спинке, вот эта часть. Как мне их посчитать? Мне нужно от общей длины 80 сантиметров, давайте я сюда запишу. Общая длина у меня 80, мне нужно отнять первое, это
длину резинки минус 8. И второе, мне нужно отнять вот эту величину. Эту величину нам тоже нужно посчитать, потому что, смотрите, вырез у нас 10 сантиметров, но у нас еще есть резинка. Вот эта часть у нас 5 сантиметров. Давайте я запишу 5. Плохо видно, да, наверное, красным. Что здесь я делаю? Я беру свои 10 сантиметров и к ним прибавляю 5. У меня получается 15. То же самое считаю я на спинке. Спинка у меня 5 сантиметров, и прибавляю к 5 я свою резинку 5, получаю 10. То есть как раз вот эта часть у меня 10 сантиметров, а вот эта часть, ой, извините, вот эта часть у меня 15 сантиметров, а вот эта часть у меня 10. Тяжело мне, конечно, это здесь записать, но давайте попробуем. Так, вот эта часть у меня получается 10 сантиметров, а вот эта часть у меня 15 сантиметров. И теперь мне легко будет посчитать. От 80 я отнимаю 8, это резинка, и от 80 еще я отнимаю 15, то есть высоту от начала резинки до моего плеча. Я возьму калькулятор, еще раз все это проверю, посчитаю. Приветики, приветики, посчитаю, потому что я переживаю, что у меня может что-то не совпасть. Так, 80 минус, отсвечивает, да? 80 минус 8 и минус 15, получается 57. Записала я 57, и как раз вот эта вот мерка мне будет нужна. 57. То же самое я делаю здесь. От 80 я отнимаю 8, это моя спинка, и отнимаю вот эту часть 10 сантиметров. Считаю на калькуляторе 80 минус 8 и минус 10. У меня получилось 62. Готово. Это я тоже отмечаю как нужную для меня мерку. Теперь я записываю сюда в высоту. Мне нужно узнать, сколько у меня рядов составляет 57 сантиметров и сколько рядов у меня составляют 62 сантиметра. Давайте я запишу сюда, чтобы было понятно, что это вообще я считаю. Кто запутался в цифрах горловины, еще раз посмотрите мое видео и еще раз заново все со мной по порядку сделаете. Все будет очень понятно. Потому что, ну, тут действительно нет ничего сложного. Просто нужно заново вникнуть. Итак, 8 сантиметров это у меня резинка. 57 сантиметров это у меня вперед. Правильно, вперед у меня будет короче. Почему короче? Потому что у меня вырез глубже. И 62 сантиметра это спинка. Теперь мне нужно взять калькулятор и все это посчитать. 52 я умножаю на 10 и делю на 7,5. У меня получается 69,3. Я округляю, записываю 70. Но тут в чем загвоздка? Вам нужно вспомнить, какая у вас резинка. У меня резинка 2 на 2. У кого резинка 1 на 1, у вас это число должно быть кратно 2 раппорту резинки. У меня раппорт резинки составляет 4 петли, то есть у меня это число должно быть кратно 4, так как моя резинка 2 на 2. Я проверяю, 70 делю на 4, у меня получается 17,5. Давайте я сюда запишу. 70 делю на 4. Что у меня с горлом? Получается у меня 17,5. Мне это не подходит. Я зачеркиваю, мне не подходит, потому что здесь должно быть целое число. Я тогда округляю 70 до... Не округляю, вернее, как бы немножко его меняю. Я решила изменить до 68. Вот 68 мне теперь подходит идеально, потому что 68 делится на 4. Вот, получается 17. Если у вас резинка вот какая-то тоже особенная, как у меня, то обязательно следите за тем, чтобы в ширине ваш раппорт резинки полностью попадал в количество петель. Дальше считаю здесь. 8 я умножаю на 10 и делю на 4,8. Получаю 16,6. Так, еще раз давайте посчитаю. 8 умножаю на 10 и делю на 4,8.
получается 16,6. Я записываю 16 рядов моя резинка. Здесь должно быть четное число, потому что у нас лицевой и изнаночный ряд, и гораздо проще любой узор начинать сразу с лицевого ряда. Дальше 10 я умножаю. Ой, я не туда записала, я записала вниз почему-то. Блин, тут 16. 10 я умножаю на 57 и делю на 4,8. У меня получается 118,75. 119 мне не подходит, поэтому я записываю 118. И последнее, 62 я умножаю на 10 и делю на 4,8. У меня получается 129. Вот 129 мне не подходит, потому что мне нужно четное число, потому что у меня лицевой и изнаночный ряд. И я записываю 130. Вот как мне теперь сюда эти 130 записать, если тут 16? 130. Давайте тут запишу на всякий случай. 130. Готово. Мы сделали все расчеты для вот этого нашего платья. Давайте теперь я запишу все это в свой план работы, нарисую, как обычно я люблю, клеточки, по которым я буду вязать, чтобы мы с вами понимали, как нам дальше вязать. Мы сделали расчеты, нам теперь нужно понимать, куда эти числа все девать, что с ними делать. Сейчас буду объяснять. Получается, вырез спереди вяжется 15 сантиметров, а потом резинкой догоняется до 10. Да, верно, верно. Четное, потому что первый ряд после набора не считаем. Нет, четное количество рядов, потому что у нас есть один лицевой ряд, один изнаночный. Вот всегда удобнее начинать резинку с лицевого, заканчивать изнаночным, чтобы дальше, если у вас есть какой-то узор, вы сразу его начали с лицевого ряда, потому что обычно все схемы узоров начинаются именно с лицевого ряда. Или если, например, вы закончили ваш свитерок, ваше платье, вы должны закончить изнаночным рядом, чтобы в лицевом все петли закрыть, потому что это будет тоже удобнее. Поэтому я всегда стараюсь здесь, чтобы в рядах у меня были четные числа. Итак, давайте я, наверное, второй листочек разделю на две части, потому что у нас еще будет второй вариант свитера, и сейчас я запишу весь план работы, по которому мы будем наш свитерок вязать. Сейчас я свою шпаргалку переверну. Итак, первое, что мы делаем, мы пишем, сколько петель нам нужно набрать. Набрать. Давайте посмотрим, сколько нам нужно набрать петель. Мы посчитали, что у нас ширина 52 сантиметра, 68 петель наши рабочие, 68 плюс 2 кромочные. Кромочные у нас обязательно есть, потому что мы вяжем двумя деталями. Так, я за калькулятор схватилась, тут не нужно. Получается 70 петель нам нужно набрать. Как обычно, я советую записывать именно так, 68 плюс 2, потому что когда вы вернетесь к вязанию этого платья, предположим, через полгода захотите такое же связать себе, то если вы напишите набрать 70 петель, вам будет непонятно, 70 это уже с кромочными или это еще нужно прибавить к 70, поэтому вот такая формулировка всегда более точная. Второй шаг, что мы делаем? Мы вяжем свою резинку. Так, я пишу вязать. Сколько у меня тут рядов резинка? 16 рядов, вот я это уже посчитала, вязать 16 рядов резинкой 2 на 2. Я всегда записываю количество лицевых рядов, сейчас я запишу, вязать 16 рядов, это 8 лицевых рядов. Почему я это записываю? Потому что я сейчас буду рисовать свою любимую табличку. В табличке у меня 8 клеточек, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Каждая клеточка у меня отвечает за 2 ряда. Когда я вяжу лицевой изнаночный ряд, я в клеточке отмечаю, что я эти 2 ряда провязала. Я провязала свои первые 2 ряда лицевой изнаночный, я в клеточке отметила. Провязала вторые лицевой изнаночный, отметила. И таким образом я все 16 рядов провязываю. Мне не нужно думать о том, сколько мне провязать, провязала ли я нужное количество
как мне правильно отключить голову, да, вязать в своё удовольствие, а не думать о том, сколько мне нужно провязать. То есть вы вяжете и отмечаете в каждой клеточке провязанный ряд. Почему я отмечаю только лицевые ряды? Потому что, во-первых, это, отнимает меньше времени. Вы можете и 16 клеточек нарисовать, но мне удобнее, я провязала туда-назад лицевой, изнаночный и отметила, ну, там, крестиком, галочкой, плюсиком, неважно чем, точечкой. Вот. А если вы будете 16 клеточек рисовать, то вам нужно 16 раз отмечать, и это и лицевой, и изнаночный. Ну, мне удобнее вот так. Вы можете рисовать 16 клеточек. Вы можете вообще это не рисовать, я просто показываю свой способ работы, и я знаю, просто он многим очень понравился, поэтому делюсь всегда с вами в интенсивах. Дальше. Это у нас одинаково и для переда, и для спинки. Давайте теперь отдельно рассмотрим вязание спинки. Вот мы провязали резинку. Что мы дальше делаем на спинке? Посмотрите, нам нужно посмотреть количество рядов. Спинка, вот, 62 сантиметра, 130 рядов. Я так и пишу. Мне нужно вязать 130 рядов. Уже здесь у меня лицевая гладь, у вас может быть любой ваш узор, лицевая гладь, вязать 130 рядов, лицевая гладь. Сразу считаю 130 рядов, давайте поделю на 2, 130 делю на 2, у меня 65 получается. Это 65 лицевых рядов. Я рисую 65 клеточек. Давайте нарисую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 65. Готово. Я обычно отмечаю свои клеточки снизу вверх, слева направо. Вот так. Почему снизу вверх? Потому что мы вяжем обычно, ну, необычно, конечно, мы иногда и сверху вниз вяжем. Но когда вяжем снизу вверх, мне удобнее отмечать именно снизу вверх, то есть я двигаюсь от низа к верху. Это получается у меня первый, второй ряд, это третий, четвертый, это пятый, шестой, это седьмой, восьмой и так далее. Одна клеточка равна, давайте я запишу, одна клеточка равна 1 лицевой ряд плюс 1 изнаночный ряд. И таким образом я вяжу все свои 130 рядов спинки. Я довязала до этого места, я знаю, что я закончила. Я остановилась, так, это спинка, значит здесь. Я остановилась в этой точке. Все, дальше мне нужно оформлять вырез. Давайте теперь рассмотрим вперед. Все то же самое, только количество рядов будет другое, будет меньше. Так, давайте посмотрим, сколько у нас впереди рядов. 118. Вязать 118 рядов лицевой гладью. 118 рядов это 59 получается, да? 59 лицевых рядов. Я рисую 59 клеточек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5 и 9. Точно так же отмечаю слева направо, снизу вверх. Вот все, это моя табличка, это мой план работы по вязанию нашей спинки и переда от низа до выреза. Вы можете вот эту взять свою табличку, вот этот план работы, и с ней ходить по дому, куда-то в гости, вязать в транспорте. То есть вам не обязательно все вот эти вот расчеты с собой носить вот эти размеры, сколько чего вам нужно связать. У вас уже все готово, и вы можете совершенно спокойно, не думая о том, сколько вам сантиметров нужно провязать, сколько в ширину, вы просто отмечаете каждую клеточку и вяжете свое платье. Все время хочу сказать свитер. Сейчас рассмотрим теперь расчеты вот этого платья. Что-то я слишком долго болтаю. Как V-образный вырез рассчитывать? Про V-образный вырез будет отдельное занятие, отдельный прямой эфир в понедельник. Я расскажу подробно. Просто на пробнике мы первый ряд изнаночный делали. Да, мы делали здесь первый ряд изнаночный, он у нас и будет. Вы когда будете вязать резинку, вы сразу будете отмечать клеточку, у вас будет вот здесь
Отметка, что вы провязали первый ряд наборный и второй ряд изнаночный. Это будет ваша вот эта одна клеточка. Ничего тут не мешает. Саша, ты уже словами во втором интенсиве свитерок говоришь все время. Яна, правда, мне все время хочется сказать свитерок. Вы так подробно объясняете, спасибо большое. Очень подробно, я с вами не вяжу, но уже захотелось тоже платье связать. Спасибо. Ой, девочки, очень приятно. Ну что, давайте теперь рассмотрим еще вот этот вариант. Я пока отложу наш план работы. Здесь мы потом справа напишем план работы на платье «Зауженное к низу». У платья «Зауженного к низу» есть некоторые нюансы, которые нужно учитывать. Так, сейчас я возьму свои размеры, чтобы вспомнить, что там чего у меня было. Итак, на этом платье, помимо того, что мы с вами записали, вот вы уже можете видеть расчеты, помимо того, что мы с вами записали, нам нужны будут еще дополнительные мерки. Первая дополнительная мерка – это ширина здесь снизу. Давайте я запишу ее. У меня ширина снизу получилась 42 сантиметра. Помните, это полуобхват бедер, то есть обхват бедер, деленное на 2. Дальше, вторая дополнительная мерка, которая нам нужна, это длина спины. Она измеряется от плеча... Ой, простите, это не длина спины. Сейчас я вам расскажу, мы уже с вами это делали. Это длина от плеча до, вот здесь она, длина плеча до бедер, до самого широкого места бедер. Мы это все уже рассчитывали, вот у меня получилось 60, поэтому я на этом останавливаться не буду. У вас уже эти все расчеты есть. Вот эта мерка нам нужна. И вторая мерка, которая нам нужна, это длина от бедер до самого низа нашего платья. Здесь я тоже ее рассчитывала, помните, вот она. И она у меня получилась 20. Давайте я запишу. Здесь у меня получается 60, а здесь получается 20. Готово. Это дополнительные мерки, которые нам понадобятся для вязания вот этого платья. Здесь у меня 8 сантиметров, и здесь сразу можно посчитать вот эту мерку. От низа, вернее, как это сказать? От верха, да, резинки получается. От резинки, будем так говорить, до самого широкого места бедер. Здесь легко все посчитать. Мы от 20 отнимаем 8, и у нас получается 8. Наша резинка 20, это общая длина, и получается 12. Вот 12 я ее обведу в кружочек. Вот это как раз мерка 12. Готово. Так, дальше. Что теперь мы будем считать? То же самое, что мы считали здесь. Я все то же самое записываю. Нам нужно определить вот эту длину. Давайте я, как бы ее записать, тоже здесь запишу. Длину от верха нашего платья до начала выреза на спинке и длину от верха платья до начала выреза на переде. Все то же самое. У меня получается 10 и 15. То же самое, что и в этом случае, поэтому я уже повторяться не буду. Но здесь нам нужно теперь высчитать снова вот эту нашу длину от бедер до начала вязания выреза. И то же самое от бедер до начала вязания выреза, это вперед у нас, это спинка. Почему мы считаем от бедер? Давайте я чисто теоретически объясню. Здесь мы провязываем резинку, и нам нужно расширить наше платье до 52 сантиметров. Мы вот эту часть будем считать отдельно, а затем нам нужно провязать вверх до начала нашего выреза. Здесь мы изначально вверх вязали прямо, а здесь нам нужно провязать прямо именно от этой точки. Поэтому вот отдельно еще 2 эти мерки я сейчас посчитаю. Здесь мы от 80 отнимали 8 и 15, а здесь мы будем отнимать от 60. Вот эту часть мы не считаем. Вот видите, 60. От 60 я отнимаю... Ой, подождите, 8 мне не нужно отнимать. От 60 я отнимаю вот эту часть, 15. Вот эту часть мы берем, она у меня 60. Чтобы узнать вот эту часть, нам нужно отнять маленькую от начала выреза до конца платья. 60 минус 15 у меня получилось 45. Вот эта 45, она мне нужна, я ее обведу. И здесь от 60 я отнимаю 10. Вот эту маленькую часть у меня получается 50, правильно?
тоже обвожу ее как нужную. Все, для этого платья мы все посчитали. Теперь то же самое, записываю ширину и записываю высоту. Сразу записываю свою плотность вязания. У меня в 10 петлях 7,5 сантиметров и в 10 рядах 4,8 сантиметра. В ширине что мне нужно посчитать? 42 сантиметра. Идем снизу вверх. Это моя нижняя часть платья. Так, все ли у нас нормально? Так, все нормально. И верхняя часть платья, самая широкая, это 52 сантиметра. Вот эти 52 я уже посчитала здесь, у меня получилось 68, поэтому я заново считать их не буду. 68 обведу. И смотрим здесь. В ширине нам больше ничего не надо. Смотрим здесь, что нам нужно. Первое, это наша резинка. Длина резинки 8 сантиметров. Мы посчитали, что она 16 рядов. Пересчитывать не будем. Дальше нам нужно посчитать длину вот эту вот 12 сантиметров от резинки до самого широкого места бедер. 12 сантиметров, сейчас мы ее посчитаем. Дальше что нам нужно посчитать? Это уже будет наш период 45 сантиметров от самой широкой части бедер до выреза. 45 сантиметров. И на спинке это 50 сантиметров. Все, больше нам здесь ничего не нужно. Давайте я еще раз запишу, что здесь значит. 8 это резинка, 12 это до бедер, 45 сантиметров это вперед, 50 сантиметров это спинка. Записала. Теперь берем калькулятор и все считаем. Так, 10 я умножаю на 42 и делю на 7,5. У меня получается 56. Давайте синим запишу. 56 петель. Дальше здесь я 10 умножаю. Не видно. 10 я умножаю на 12. Так, 10 умножаю на 12 и делю на 4,8. У меня получается 25. 25 записываю, но я все-таки до 26 округлю, чтобы было четное количество рядов. Дальше 10 я умножаю неправильно. 10 умножаю на 45 и делю на 4,8. У меня получается 93,75. Округляю 94. Подходит мне идеально. И здесь 10 я умножаю на 50 и делю на 4,8. У меня получается 104,1. 104 записываю. Готово. Мы посчитали все наши нужные размеры для этого платья. Саша, может, нарисуешь отдельно про V-образный вырез? Сейчас давайте нарисую, ну, честно скажу, все то же самое, что здесь. Но давайте сейчас мы посчитаем это и нарисую еще V-образный вырез. Тут осталось совсем чуть-чуть. Так, нам нужно теперь посчитать, сколько петель нам нужно прибавить от низа до самой широкой части бедер. Для этого я от количества петель вот в 52 сантиметров от 68 я отнимаю 56 петель снизу. От большего меньшее, тут все просто. 68 минус 56 у меня получается 12. 12 петель нам нужно прибавить с двух сторон. 12 я делю на 2, 6 петель прибавить. Почему на 2? Потому что у нас две стороны. Прибавить с одной стороны. Что это значит? Нам нужно прибавить здесь 6 петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6. Для того, чтобы у нас получилась ширина 52 петли. За количество рядов, равное 12 сантиметров. Смотрим, 12 сантиметров у нас 26 рядов. Поэтому 26 я делю на количество прибавок, на 6. Беру калькулятор, 26 делю на 6, получается 4,3. Записываю 4,3. Что это значит? Давайте зеленым напишу. Это важно. Примерно в каждом четвертом ряду плюс 2 петли. Если говорить про лицевые ряды, то примерно в каждом втором лицевом ряду плюс 2 петли. 26 рядов это, 26 это наши ряды. А 6 петель это прибавки.
вот ряды я делю на прибавки. Все, мы все рассчитали. Теперь нам нужно написать наш план работы. Все то же самое. Беру я свои расчеты и пишу план работы. Первое, что я делаю, я пишу, сколько петель набрать. Набрать. Тут все то же самое. Подождите, не то же самое. У нас то же самое на спинке и переди, но не то же самое, что здесь. Нам нужно набрать, посмотрите, на 42 сантиметра у нас составляют 56 петель. Вот нам нужно набрать 56. Я, кстати, не проверила, 56 делится ли на 4 без остатка. 14 делятся, отлично. 56 плюс 2 кромочные. Нам нужно набрать 58 петель. Второе, что мы дальше делаем? Нам нужно вязать наши прибавки. Резинку сначала, резинку. Так, вязать 16 рядов резинкой. 2 на 2. Я рисую 8 лицевых рядов, все то же самое. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Третий пункт. Здесь все то же самое, потому что резинка. Третий пункт. Что нам нужно делать? У нас идет, посмотрите, нам нужно провязать 12 сантиметров и за них сделать прибавки. 12 сантиметров это 26 рядов. Я пишу сразу 26 рядов. Лицевая гладь с прибавками. Это важно, потому что прибавки нужно не забывать. Я подчеркну, что это с прибавками. 26 лицевых рядов это 26 рядов всего, это 13 лицевых рядов. Я рисую 13 клеточек, и сейчас мы будем расписывать наши убавки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Сейчас мы будем расписывать наши убавки. Вот смотрите, у меня всего... Давайте я сюда запишу еще раз отдельно. У меня всего 6 прибавок в каждом втором ряду. Что я делаю? Я прибавку отмечаю точечкой. То есть одна точечка означает в клеточке, означает, что мне нужно прибавить одну петлю с одной стороны, одну с другой. Прибавляем мы сразу после кромочных. Вяжем кромочную, прибавляем, вяжем нашу лицевую гладь, прибавляем и вяжем кромочную. После резинки я не советую сразу в первом ряду прибавлять, я обычно прибавляю во втором, потому что после резинки и так идет небольшое расширение. Вот мне нужно 6 раз прибавить. Я ставлю 6 точек в каждой втором ряду, в каждой второй клеточке. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Готово, я расписала. То есть мы вяжем вот так вот тоже снизу вверх, слева направо, связали один ряд, здесь прибавок нет, лицевой, изнаночный, дальше вяжем лицевой, изнаночный, у нас в лицевом прибавка, дальше лицевой, изнаночный, ничего, потом снова лицевой, изнаночный, в лицевом у нас прибавки и так далее, мы вяжем, пока наши клеточки не закончатся. Дальше четвертый пункт, мы уже вяжем вот эту часть, просто прямо вверх, у нас отдельно вяжется спинка, но отдельно я имею в виду с разным количеством рядов и вперед. На спинку смотрим, нам нужно провязать 104 ряда, пишу, вязать 104 ряда, лицевая гладь. 104 ряда это 52 лицевых ряда. 52 лицевых ряда, я рисую 52 клеточки. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5 и 2. Нарисовала. Это просто лицевая гладь, поэтому прибавок у меня здесь не будет. Это моя спинка. И дальше вперед. Что у нас там во время вязания переда? Смотрим, 45 сантиметров вязать вверх, это 94 ряда. Я таки записываю: вязать 94 ряда лицевую гладь. 94 ряда это, подскажите, 47 лицевых рядов. 47 рисую. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4 и 7. Нарисовала.
И теперь точно так же буду вязать свой вперед. То есть смысл в том, что начинаем мы вязать одинаково, мы набираем и наперед, и на спинку 58, вяжем резинку, делаем прибавки, затем мы отдельно вяжем на спинку 104 ряда, наперед немножко меньше 94. Все наши расчеты получились. Все очень понятно, ты просто супер. Спасибо, девочки. Еще 15 минут есть. У меня есть еще один важный нюанс, который я хочу вам рассказать. Если вы вяжете по кругу, потому что то же самое все вы будете делать при вязании по кругу, но есть один важный момент. Посмотрите, я специально взяла вот эту вот свою выкройку, можно так сказать. Что вы делаете, когда вы вяжете по кругу? Вы делаете точно так же все расчеты до выреза на спинке, напереди, но смысл в том, что вы вяжете по кругу вот эту часть, а затем вам нужно разделиться на отдельные две части. Отдельно вы вяжете вперед, отдельно спинку, начиная от проймы, потому что в пройму мы потом будем вшивать наш рукав. Поэтому вам нужно посчитать, вот в моем случае, сколько 19 сантиметров составляют рядов, потом вам нужно считать 19 сантиметров, сколько у вас рядов до вашего выреза, и, соответственно, вот 61 ряд 61 сантиметр провязать по кругу, а потом какое-то определенное количество рядов до выреза провязать отдельно спинку, отдельно вперед. Вот, это важный нюанс, чтобы вы не забывали, потому что если вы провяжете все по кругу до выреза, то у вас потом некуда будет ставить рукав. Вот это обязательно запомните, не забудьте, чтобы это все было. Давайте я нарисую тогда, что у нас с V-образным вырезом получается. Давайте здесь, что ли, я отдельно нарисую. Нарисую наш V-образный вырез. Вы хотели у меня узнать, как же сделать здесь эти расчеты. Все то же самое, как и здесь. Вот то же самое, что и здесь. Давайте я нарисую просто. Вот у нас V-образный вырез, вот наша резинка. Там, скорее всего, у вас будет полукруглый вырез на спинке. Это наше платье. Что вы делаете? Вам нужно посчитать на спинке то же самое, что я вам рассказывала, потому что тут полукруг, а напереди вам нужно посчитать вот эту часть до начала резинки. Резинка у вас составляет 5 сантиметров, вырез у вас, предположим, составляет 20 сантиметров. Вот вам нужно к 20 прибавить 5, получается 25, и от общей длины вашего платья 80 у меня отнять 25. Сколько это получается? 80 минус 25. Получается 55. Вот вам, значит, нужно провязать 55 сантиметров от низа платья до выреза, для того, чтобы у вас потом здесь получилось 25 сантиметров. Все то же самое, что здесь. То есть ничего не меняется, если у вас вырез полукруглый, если у вас вырез V-образный. Все, готово. Давайте я теперь поменяю камеру и почитаю, что вы пишете, отвечу на вопросы. У нас еще есть 13 минут. Да, да, если там измерение по диагонали, это ни на что не влияет. У вас там может будет не 5 сантиметров, потому что вы вяжете резинку вот так, да? А здесь у вас может быть, ой, у меня на ютубе я такая далекая, капельку, может быть, будет больше, но это совершенно никак не влияет на внешний вид платья, поэтому там сильно заморачиваться не стоит. Сейчас я почитаю, что вы пишете. Так. Клеточки дорисую напереди. Ой, я не дорисовала, что ли, их? Не знаю, вроде все нормально. Я все равно
завязываюсь и забываю отмечать, потом считаю ряды по кромочным. Это кому как удобно. Я просто заметила, что по клеточкам очень многим девочкам стало удобно вязать, и прям, вы знаете, для меня это было открытием, что многие так раньше не вязали, хотя вот я как-то сама себе это придумала, может быть, кто-то другой тоже так вяжет, и мне подходит, мне нравится. Поэтому я стала рассказывать вот в своих эфирах, как я это делаю. Заметила, что есть огромная обратная связь положительная, и поэтому сейчас постоянно в интенсивах я заостряю на этом внимание и показываю, как это делать. Так, также со счетчиком рядов надо выработать привычку. Я еще раз говорю, кому как удобно. Кому-то очень удобно со счетчиком, кому-то удобно просто считать по петлям, кому-то удобно вот так вот в клеточках. Это просто еще один из способов вязания, ну, более, что ли, расслабленного вязания, когда вы не переживаете, что вам нужно постоянно высматривать сантиметры, высчитывать, прикладывать сантиметровую ленту, потому что, например, если вы знаете, что у вас здесь, предположим, от резинки до начала выреза 57 сантиметров, вы вяжете, вы постоянно прикладываете, потом вяжете спинку, и у вас может не совпадать количество рядов. И вот как раз такие таблички, они помогают. Так, если вырез не круглый, а V-образный, как считать мерку от верха платья до выреза? Вот, я как раз рассказала, я думаю, что было понятно. Да, доберемся, доберемся. Саша, может, нарисуешь отдельно? Это я нарисовала. Если по кругу, то ширина низа изделия умножить на 2, количество петель, которое нужно набрать. Да, можно так, можно ничего на 2 не умножать, можно сразу брать вот обхват. Помните, мы когда писали мерки, вот у меня был обхват бедер 84, я прибавила на свободное облегание, у меня получилось 104. Вот можно сразу 104 сантиметра считать, сколько это петель, там ничего на 2 не делить, то есть у вас уже есть готовая мерка, которую вы можете использовать. Всем привет, приветик. Я как подключусь, у меня ребенок сразу просыпается, смотрю, тут же много расчетов, буду смотреть на ютубе. Да, доброй ночи. Сашенька, все понятно, просто супер, спасибо, девочки. Спокойной ночи. То есть то, что там измерить... А, это я прочитала. Мы же реглан тоже по диагонали измеряем, видимо, тот же принцип. Кстати, реглан по диагонали можно рассчитывать с помощью, вот я рассчитывала с помощью теоремы Пифагора. Когда мы измеряем реглан вот так, то, естественно, он у нас немножко не совпадает с длиной проймы. Но там минимальное значение. Если вы, конечно же, вяжете что-то в обтяжку, и вам нужно, чтобы четко все сидело, вот как влитое, тогда да, тогда, наверное, все-таки стоит по теореме Пифагора высчитывать. Я высчитывала реально, и у меня есть это видео на YouTube-канале, как вязать свитер с аранами, и там как раз я это все четко рассказываю. То есть, если хотите немножко глубже это все рассчитать, то можете использовать то видео. Спасибо за клеточки, очень интересный способ. Ой, главное, чтобы вам понравилось, подошло. Так, если по кругу вяжем, то прибавки не нужно делить на 2, то есть если надо прибавить 20 петель, как считать? Что у нас будет с прибавками по кругу? Вы либо прибавляете сразу по 2 петли, если у вас узор не позволяет прибавлять по одной петле, вот с каждой стороны. Но если узор позволяет, если это лицевая гладь, я все-таки советую вам прибавлять по одной петле с каждой стороны. И у вас тогда получится, у меня вот получилось 6 прибавок, то есть у меня на спинке одна прибавка с одной стороны, вторая с другой, и напереди одна с одной стороны, вторая с другой. И в итоге получится у меня с каждой стороны одновременно 2 прибавки, они просто будут одна напереди, одна на спинке. Если вы вяжете по кругу и ваш узор позволяет вам прибавлять, ну вот по одной петле, тогда, значит, у вас будет не 6 прибавок, а 12. И тогда вы выбираете какую-то центральную вашу петлю, сбоку, с одного бока у вас будет центральная петля, и с другого боку центральная петля. Я сейчас нарисую, покажу. И тогда вы в первый раз прибавляете слева от этой центральной петли, во второй раз справа от центральной петли, потом слева, потом справа. Вот так. И тогда у вас получится равномерное прибавление с двух сторон. Если вы постоянно будете вот в одном месте делать прибавки, то у вас одна сторона будет расширяться, а вторая будет прямо. И это будет очень заметно. Вот если вы вяжете по кругу, и вам можно прибавлять по одной петле
с одной стороны, то есть всего в круговом ряду 2 прибавки делать, то вот таким способом это делайте. Так, что-то я ничего не поняла, у меня и V-образный вырез и зауженное платье, и вязание по кругу, а рассказали все о другом, придется смотреть заново, самой думать. Света, мы делаем расчеты точно так же, как здесь, вот как я рассказала, вот тут все один в один. Вы берете глубину вашего выреза, отнимаете, ну, предположим, вы хотите резинку 5 сантиметров, ты, Света, хочешь резинку 5 сантиметров, отнимаете от V-образного выреза 5 сантиметров, считаете вот так, как здесь я все это посчитала, и по кругу делаешь вот такие прибавки, если у тебя лицевая гладь. Света, ты вязала с нами платье, я уверена, что у тебя все получится, потому что тут тот же самый принцип с прибавками. Саша, подскажи, пожалуйста, если взять низ платья наполовину обхвата бедер, а чуть меньше, это очень критично, а то у меня сужение к низу только 3 сантиметра. Можно. Почему я брала по обхвату бедер? Потому что если надевать на голову, если будет уже, чем бедра, то это платье как раз в самом узком месте постоянно будет через бедра проходить и постепенно растягиваться. Это ничего страшного, да, но вот как бы я решила, что низ платья лучше взять полностью обхват бедер, чтобы оно меньше растягивалось. Так, все же рассказали. Да, рассказали, но вот такими отдельными кусочками надо там взять, там взять, там взять. Но самое главное, что я реально постаралась все рассказать, и все варианты, вот эти 4 варианта платья у вас получится. Так, тоже про теорему подумала, вот-вот. Мы с дочкой снова смотрим, говорит, тоже хочу повязать, дай листок и ручку, буду писать как тетя. Давайте, пусть со мной делает расчеты. Смотрю расчеты и думаю, вот почему мне этого никто лет 20 назад не рассказал. Я бы сейчас уже была круче Гуччи. Как нам повезло, и смотреть на Сашу приятно. Спасибо, Аня, большое. Мне очень приятно вдвойне от того, что я это все сама придумывала и сама вязала по этим всем расчетам, и сама исправляла и понимала, что как лучше сделать. Ну, то есть это приятно, что это я не где-то там вычитала в книжке и вам пересказала, или мне кто-то сказал, и я вам пересказываю, а то, что реально мой опыт передается. То есть тогда мы прибавляем 2 петли в ряду, а не 4. Да, да, Света, верно. Анна, полностью поддерживаю, жалко, раньше не знала, Сашенька просто чудо-человек, спасибо. Спокойной ночи, Саша, спасибо, пойду укладывать ребенка. Ну все, вроде я все рассказала. Если будут вопросы, пишите мне, конечно. Расскажу последнее про домашнее задание, что мы делаем. Вы мне скидываете расчеты. Вы мне скидываете вот такую табличку, ну не табличку, а вернее текст ваш. Вот он, либо такой, и вы скидываете мне план вязания. Вы можете скидывать его с табличками, если вы вяжете по табличкам, можете просто мне текстом, сколько чего вы вяжете, в каком порядке, наперед, на спинку отдельно, и скидываете мне фотографии этих расчетов. Расчеты сделали, еще раз, пожалуйста, ну там через время или на следующий день возьмите калькулятор и еще раз все вот эти значения пересчитайте, еще раз проверьте, все ли у вас правильно, потому что бывает так, какую-то кнопку не ту нажала, у меня так бывает, и получается, что где-то я ошиблась. Вот. И сами вот эти вот все расчеты, чисто вот эти вот калькуляторные, вот эти вот, плохое, да, выражение, калькуляторные вот эти штуки я не проверяю. Я не сижу с калькулятором и не считаю все ваши примеры. Я смотрю на ход мыслей, на то, правильную ли вы цифру взяли, и в правильное ли вы место подставили, правильно ли вы написали все мерки изначально, правильно ли вы расписали вот эти вот прибавки. Потому что очень важно их расписать реально, ну, как бы равномерно, потому что если вы распишете сначала прибавок, например, в каждом ряду, потом через ряд, потом через 2 ряда, то у вас немножко такое получится неравномерное прибавление, поэтому желательно тоже мне это все показать. И вот когда вы все расчеты сделали, прям берете и набираете петли и вяжете. Не ждите, пока я проверю, я думаю, что мало будет ошибок, вообще в принципе всегда в расчетах мало ошибок у девочек, бывают, конечно, бывают, но
Из-за того, что вы можете сами второй раз все это пересчитать, пересмотреть, можете вообще просто заново взять и на новом листочке все заново написать и сверить. Вот, тогда все получится. Можете начинать вязать. Я начну вязать завтра вместе с вами, еще отвечаю на вопросы, может быть, какие-то увижу определенные проблемы, когда мне девочки поскидывают свои домашние задания, может, я увижу какие-то проблемы, которые нужно будет рассмотреть с вами в прямом эфире. Так, набирать петли для начала платья, то есть для низа, это вот этот полуобхват бедер умноженный на 2. Да, верно, верно, верно. Если 98, полуохват 49. Набирать количество петель, считать от этой цифры или умножать на 2 ее. Я не поняла. Если вяжешь по кругу, вот у меня 42 сантиметра. Если вяжешь по кругу, я посчитала в 42 сантиметрах 56 петель. 56 петель я умножаю на 2 и набираю свой круг. Сашенька сегодня не смогла посмотреть сначала, целый день ждала, и семейство решило, что это не обязательно буду смотреть запись. Аня, ничего страшного, смотри в записи. Низ изделия 98, да, вот 98 сантиметров переводишь в петли и набираешь все эти петли. Все, пока, девочки, расчеты жду ваши, до завтра. Публикуйте фотографии свои под нашими хэштегами, чтобы я видела вообще, что происходит, что вы вяжете. Все, пока.